Всем привет, с вами Даша, и сегодня я буду строить настоящую боевую машину. Не просто, а по фотопрототипах, сделанного на известном нам вооруженном конфликте. И эта работа заняла у меня довольно много времени, было очень много трудностей. А с какими трудностями я столкнулась, давайте посмотрим в этом видео. И маленький спойлер, это были сетки. Итак, давайте посмотрим на коробочку. Здесь наш град стоит где-то очень похожим на северное Причерноморье пейзажа и выполняет какую-то свою боевую задачу. Бокс-арт живописный, и вот есть подпись автора. И здесь установка стоит на таком Урале, что, наверное, имеет место быть и в реальности сейчас на территории северного Причерноморья. Назовем эту территорию так. Соответственно, мне кажется, что это модель 24 года, и китайцы либо предсказали, либо уже по факту вдохновлялись, когда создавали этот бокс-арт. Так что давайте посмотрим, что внутри коробочки. Больше, кроме бокс-арта, здесь я такого ничего интересного не вижу. Ну а в коробочке детали. Детали в классическом сером пластике, который часто использует Тромпетер. Такого теплого серого оттенка. Детали в большом количестве. Вот сама установка. Мы будем собирать эти направляющие для ракет из двух половинок, что, на мой взгляд, кажется не очень удачным. Будет довольно заметный шов, который придется обрабатывать. Соответственно, у нас 3 таких литничка с этими направляющими. Литник с шасси. Тоже детали двигателя. И вот капот, крылья, рама. В принципе, что мне не нравится у китайских производителей, они используют довольно много маленьких литников, в которых ты закапываешься в процессе сборки. Интересно, что прозрачные детали у них без какой-либо защиты. И у меня нет одной фары, что обидно. Сейчас надо посмотреть в коробочке повнимательней. На самом деле очень обидная потеря. Очень обидная потеря. Если это потеря, конечно. Но, скорее всего, потеря. И, соответственно, это основа пусковой установки. Вот вращающийся элемент, который позволяет направлять направляющие в нужном направлении, как бы это тавтологично не звучало. Шины очень качественные, очень похож на оригинальные шины Уралов. Коих я, кстати, довольно часто вижу на дорогах Подмосковья. Такой протектор с небольшим швом посередине, но его легко убрать. Небольшая планочка с травлением. Я так понимаю, защита фар. Ну и некоторые элементы по схеме увидим. Декаль, на которой изображен, по сути, только номер и приборная панель. И гвардейские знаки. Еще один маленький литничок. Да, отколовшиеся фары я так и не вижу. Значит, надо будет что-то придумать. Может быть, одолжить у АВД. Хотя, не знаю, масштабы не очень свойственные. Но не знаю, надо посмотреть. Я, как правило, такие элементы стараюсь оставить, если у меня остаются лишние. Фары часто теряются. Инструкция, классическая китайская инструкция. Литники. И сборка начинается с рамы. Это, кстати, очень удобно. Мы собираем раму, сразу на нее ставим двигатель. И, в принципе, за 30 шагов должны мы собрать наш Урал или же Град. Еще в наборе у нас есть такой вот лист с вариантами окраски. И китайцы нам предлагают сделать классический зеленый вариант. Классический вариант, который стоит на вооружении любой части, которая владеет этими градами. Камуфляжный вариант, который позволяет Граду находиться в пустыне с таким камуфляжным цветом. И
вариант на вооружении армии Южной Осетии, если я не ошибаюсь. Ну, в принципе, ничем не отличается от советского, наверное, варианта, если не использовать декали. Так что приступаем к сборке. Ну а купить все необходимое для моделизма, будь то наборы для сборки, краски, инструменты, вы можете в магазине «Модельная лавка». Там регулярно появляются новинки от «Звезды», от АВД, от других мировых производителей. Для первого заказа действует промокод, который вы видите на экране. Он дает вам скидку в 500 рублей. Но если вы бывалый пользователь лавки, то есть промокод Даши, он дает вам скидку в 10%. Так что ссылка на магазин в описании. Переходи, там и все действующие промокоды. Поехали! Сборка Урала не вызвала сложностей, ведь это классические наборы от Трумпетера со своими недостатками, но с очень удобным мягким серым пластиком, с которым приятно работать. Из недостатков можно выделить оплои и следы от половинок пресс-форм, которые нужно зачищать. Причем это не первый Урал, который я собирала. Первый похожий я собирала пару лет назад, и по сути эти модели отличаются друг от друга элементами облицовки кабины. Причем, как обычно любит это делать Трумпетер, в коробку он кладет много деталей, которые не используются, ну и эта коробка не стала исключением. И здесь оказалось довольно много деталей от Урал 4320. И, как вы уже могли заметить, я собираю реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град». Она была принята на вооружение в 1963 году, и она стала одним из символов советской артиллерии второй половины XX века. Ее концепция основывалась на идее быстрого массированного удара по площадным целям, скоплением техники, пехоте, укрепленным районам и тыловой инфраструктуре. За десятилетия «Град» применялся в различных регионах мира, но боевые действия на территории Украины вновь сделали его одним из самых массово используемых РСЗО, позволив оценить систему в условиях современной технологически насыщенной войны. Одним из главных преимуществ «Града» остается простота и надежность. Конструкция установки и боеприпасов сравнительно несложна, что облегчает обслуживание, ремонт и обучение расчетов. Система способна за 20 секунд выпустить полный пакет из 40 реактивных снарядов, накрывая значительную площадь. При этом машина может быстро покинуть позицию, что изначально повышает ее живучесть. Большие запасы боеприпасов советского производства и широкое распространение установки сделали ее доступной и массовым средством огневой поддержки. Ну а больше моих фото и видео вне моделизма вы можете найти на моей страничке на Boosty. Там вы также сможете поддержать мою деятельность и попасть в титры к видео. Ссылочка на Boosty есть в описании к видео, так что тоже рекомендую подписаться еще и на мой Telegram. Там оперативно выходит информация о моих новых видео на канале Dasha Models и Dasha Technic. Ссылочка на Telegram есть тоже в описании. Ну а потом я загрунтовала модель из аэрозольного грунта, и углубление я покрасила черной краской, чтобы предотвратить непрокрасы и заодно положить начало работам по тонировке модели. Но потом я покрасила Урал в основной цвет, и по классике это был защитный темный зеленый цвет, характерный для российской военной техники современной эпохи. Такой цвет я получила от смешивания краски 4БО от фирмы Мачете с черным и капелькой белой. Ну и потом я постепенно высветляю базовый цвет, добавляя в смесь немного желтой краски. Потом мне предстоят ручные работы. Мне надо окрасить убранство кабины и некоторые элементы шасси. Вместе с тем современный конфликт выявил и серьезные ограничения. Град изначально создавался как оружие площадного поражения, поэтому его точность остается невысокой. В условиях, когда все большую роль играют высокоточные удары, корректируемые боеприпасы и разведка с беспилотников, это снижает эффективность системы против точных целей. Существенной проблемой стала и уязвимость в контрбатарейной борьбе. Радиолокационные станции артиллерийской разведки и дроны способны относительно быстро обнаруживать позиции после залпа. Ограниченная дальность стрельбы базовых версий по сравнению с более современными РСЗО уменьшает безопасность расчетов. Я очень хочу порекомендовать мой телеграм-канал, а также мою группу ВК. В телеграме очень удобно принимать оповещения о моих новых видео, а также узнавать об анонсах моих построек моделей. Моя группа ВК – одна из самых крупнейших про моделизм на платформе. Там разгораются яркие дискуссии о моделизме, подписчики делятся своими работами и вдохновляются чужими. Так что все ссылочки на телеграм и на группу ВК есть в описании к видео. Теперь методом смывки я сделаю базовый зеленый цвет чуточку поинтереснее и выразительней, то есть я выделю объем модели с помощью смывки. Отдельное внимание уделяется и гуманитарному аспекту. Из-за широкой зоны поражения неуправляемых реактивных снарядов применение града вблизи населенных пунктов сопряжено с повышенным риском разрушений и жертв среди гражданского населения. И это делает вопрос точности и контроля огня особенно чувствительным в современных условиях.
А в целом опыт боевых действий показал двойственный характер БМ-21. С одной стороны, это по-прежнему мощное и надежное средство массированного огня, эффективное при правильной тактике, маскировке и также взаимодействию с разведкой. Ну а с другой, система, разработанная в середине 20 века, и она все заметнее уступает современным образцам по точности, дальности и защищенности, что постепенно переводит ее из категории передовых средств в разряд массового, но устаревшего вооружения. Ну а дальше я надену покрышки на свои места и закреплю их дисками. Поскольку я делаю тематическую модель, мне нужно обозначить принадлежность машины при помощи латинской буквы «В». Наносить маркировку я буду белым маркером, и мне так кажется, что маркером получается наиболее естественное покрытие. Основная сложность и самая трудоемкая часть работы была связана с противодронными сетками. Оригинальный прототип ими оснащен основательно, и я долго думала, как мне лучше сделать эти сетки. За основу я решила взять сетки против грызунов, которые размещаются в вентиляции, и она идеально подходит по масштабу. Ну а вот как сделать рамки, для меня это был большой вопрос. Вначале я пыталась сделать рамки из жести от банок, но клей не хотел клеиться, да и сама конструкция получалась недостаточно жесткой. Так что я решила спроектировать рамки самостоятельно и напечатать их на 3D принтере и уже на рамки приклеить сетку и всю эту конструкцию уже разместить на модели. И вот финальный эпизод работы над моделью. Мне лишь осталось запылить боевую машину. И вот такой монстр у меня получился, настоящая машина постапокалипсиса. Как мы могли это читать и видеть, например, в такой серии фантастики, как «Метро», например. Мне почему-то представлялись они именно так. И современные боевые действия показывают, что эта фантазия вполне себе реальна, и она работает и показывает свою эффективность. Так что этот монстр в сетках со всей грязью и настоящий боевой конь. Надеюсь, это видео вам понравилось. До новых встреч. Пока-пока.